Всем привет! Солнечная погода недолго радовала. Снова все затянуло. Ну, вроде бы ненадолго. С завтрашнего дня снова обещают безоблачную погоду и аж до 9 марта. Пару дней не снимал, что-то это дни спал плохо. Когда учился варить, вроде бы и в маске был, до зайчиков нахватался и в глазах был дискомфорт. Да и Шада еще оставалась на ночь, мешала спать. Кто-то во дворе дежурил всю ночь. Так боялся, что утащит, она же у меня девочка маленькая. Страшно на улицу выходить. Шаду, ты не боишься? Сидит он. Только глаза светятся. Тикаем, тикаем, тикаем. Эти дни не бездельничал, а работал в столярке. Продолжаю изготавливать улья. Щиты поклеил еще в четверг, а сейчас вырезал планки для обвязок. Ну, уже все готово, осталось только собрать. Снимать и показывать вам не стал, как это делаю. Работа аналогичная, как и с большими корпусами. Да и когда не снимаю, то быстрее получается. О, какой нервный. Ладно, пусть лучше пилит молча. Собирать все равно не сейчас буду, мало скоп осталось. Заказал еще партию, но чуть размерами поменьше. Вроде бы уже и привезли, нужно заехать в город забрать, да не спешил пока. Поеду завтра, как раз почта откроется после выходных, и разошлю всем чудо-мази, кто заказывал. Заодно хочу на обратном пути заехать пчел посмотреть. У меня же есть еще 2 улика в другой деревне. Если перезимовали, то и хорошо, а если не очень, ну тогда сделаю еще мази для тех, кому не хватило. Здесь у меня посажен саженец грецкого ореха, который привез одногруппник, когда приезжал в гости. Но интриги особо-то не получилось, он все рассказал в комментариях под прошлым видео. Ну, для тех, кто не читает комментарии и задавался вопросом, что же мы такое сажаем здесь. Почему решил посадить его здесь в кустах? А потому что, по-моему, для него будет здесь самое комфортное место. Грецкий орех, оно-то теплолюбивое растение, и здесь, на севере страны, ему будет не очень комфортно. Да и еще помимо высокой влажности в моем районе из-за большого количества озер, еще и постоянные сильные ветра, так как до самого большого озера страны Нарочь всего лишь 15 километров. И на его поверхности ветер порой разгоняется до штормовых скоростей. Только за прошлое лето было 3 урагана, которые в районе натворили немало бед. Ну, в моей деревне только несколько деревьев больших свалило. А в населенных пунктах поближе, ну и в самом городе Мяделе, так крыши с домов посрывало. А теплолюбивые деревья, они боятся не так, как морозов, как сильных ветров. А там в кустах он будет полностью защищен от ветров. Ну, только что придется немного поконкурировать с корнями кустов за питательные вещества. Но они здесь поверхностные. И наоборот, это простимулирует его быстрее глубже погружаться. Да и к тому же они из рода бобовых, они являются азотофиксаторами, и у ореха не будет дефицита в питательных веществах. Саша только переживал, что не будет ему света хватать, но это не так. Кусты я убрал, а когда они пустят листья и сделаются погуще, то расширю еще. Да и к тому же
Это одно из самых солнечных мест, ну, после того, где расположены теплые оградки. Получается, что это самый северный край участка, и те большие деревья уже не пускают сюда тень. Да и сарай тоже, так как у него крыша сделана под скос, ну, лишь может на час какой-нибудь. А в будущем, когда он станет большим и развесистым, то ничего не будет затенять. Ну а чтобы ему потеплее было, поклал ему еще несколько теплоаккумуляторов.
Куда-то меня занесло, непонятно, в какие-то дебри. Решил через лес домой поехать. Ну, раньше так ездил, а сейчас подъехал сюда поближе, а здесь вся дорога запахана. Получается, что навигатор повел по какой-то другой. Ну, не в деревню, а там поближе. А вот заехал в какие-то дебри. Тут лесовоз прошел. Еще бобры подтопили все. Не знаю, назад ехать тоже смысла нету. Там съезжал с горки, буксовал, а под горку точно уже не подъеду. Буду пробовать. По идее тут метров 300-400 и должна быть грунтовая дорога нормальная. Надеюсь, что прорвусь. Иначе придется заночевать здесь в болоте. Ну, вроде проехал болото. А вот только рано радоваться. Оказывается, за горочкой здесь еще похлеще дорожка. Но вон там вроде бы просвет. Пройти посмотреть. Может и просунусь. Вроде бы здесь высоко. Там пониже вода. Либо глянут на поле вырваться. Потому что туда, наверное, вообще нет смысла сунуться. Точно утону. Да. Не знала баба Гора, купила порося. Проскочил в болотной топи, а сел в чистом поле. Тут осталось еще вот за этот лесок и должна быть грунтовая дорога. Но походу не суждено. Вроде вылез запоздний. Ну не знаю. Сейчас покажу. Удалось чуть-чуть заотдать. Подсунул палки и нормально по них выехала. Здесь просто такая ложбинка была небольшая, право на вершине горы. Я думал, будет сухо на горе на самой. Ну, вроде пронесло. Ну, еще на этом не заканчивается мои злоключения. Осталось там тоже болотину проехать. Метров, наверное, 50-70. Ну и там все. Но в любом случае снимать эту Одиссею пока не буду. Садится аккумулятор, буду выключать телефон, чтобы на всякий случай осталось хоть немного заряда. Мало ли, позвонить куда-нибудь придется. Приеду домой, расскажу. Уже солнце к закату идет. Остался тут последний рубеж. Одна лужа и все. И выезд уже на грунтовую дорогу. Уже вон в деревне видно дома. Ну, думаю, здесь проблем сильно не должно быть. Главное, чтобы сторону не стянуло. Влево стянет, можно на бок лечь. Вправо стянет, то засяду, скорее всего. Такой небольшой промежуток, как говорится, пан или пропал. Держите пальчики за меня, чтобы все удалось.
Я сделал это, квест пройден. Что ты, мышку поймала? Ай, какая умница. А поделишься мышкой? Вот жадюга, надо было тебя вчера с собой брать, была там для тебя работенка. Да и за штурмана бы сошла. Вчера вернулся и сразу спать лег. Вымотали меня эти поездки. Какого лешего меня туда потянуло? Ну, бывает, делаю такие необдуманные поступки. Ну, хотелось побыстрее домой вернуться и улья продолжить делать. Сами видели, в каких пчелах находятся. Летом через лес ездил, было там в 2 раза короче и быстрее. А сейчас дорогу переорали, а по этой дороге впервые поехал. Ну, зато теперь знаю, на что способна моя машина. Нужно будет еще как-нибудь лебедку ей замутить. И тогда можно вообще не бояться и в любые дебри лезть. Обратили внимание, по всему пути следования тюки валялись на полях. И запакованные, и нет. Ну, те, которые еще в пленках, может быть, изгодятся на корм, если технологично завернуты. А такие, как мои, уже и на подстилку не пойдут. В принципе, как и эти. Теперь понятно, почему они не приезжали, забирали. Они даже с полей все не пособирали. Нужно побыстрее с уликами заканчивать, а то те совсем непригодны для жизни. В них-то пчелки перезимовали, облетались и вроде бы уже как пыльцу таскают. Внутрь гнезда-то я не заглядывал, неподходящая погода была. Ветрено, да и температура не больше 5 градусов. Ну, по идее, кормов у них должно хватать. Я-то им весь мед оставлял. Вот только что перковые рамки, которые за заставной оставлял, мыши погрызли. Ну, а я им компенсировал белковые потери. Я отношусь к жизни с философией, все, что не делается, к лучшему. И то, что мыши в крышах дырки попригрызали, тоже хорошо. В ульях улучшилась вентиляция, а то совсем сыро было. Я приоткрыл немного заставную, так там внизу вообще плесенью все покрыто. Да и то, что над дверкой какая-то птица дырку продолбила, тоже хорошо. А так под мором вход был завален, и пчелки бы не смогли бы вылезти из улья и облетаться. И обкакались бы, как пчеловод, который в зиму снарядил. Да, кстати, подмор для мази не собирал, так как он был немного сыроват и, возможно, испортился, рисковать не стал. Так что всех, кто заказывал чудо-мази, кому не хватило, придется подождать, пока потеплеет, и будет возможность залезть в гнезда к этим пчелам. Ну, если, конечно, они за это время сами его не уберут. И прошу извинить всех из других стран, кому пообещал и не отправил. На почте отказались высылать за рубеж без сертификатов качества и справок из станции. Заехал к ним, да они говорят, что такое не делают только для меда. Порекомендовали обратиться в областную, может там. Может из вас кто-нибудь знает и подскажет, где можно решить этот вопрос.